Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вчера в Ханкинди состоялся большой митинг, как пишут армянские СМИ. Сейчас я ознакомлю вас конкретно, что пишет армянская пресса, и потом ознакомлю, что пишет по этому поводу азербайджанская пресса. Вот на фотографии видите, как выглядел этот митинг. Вот что здесь пишут. Митинг в Хакинде оказался в центре внимания ряда ведущих мировых СМИ. Но это пишет армянское издание. Общенародный митинг, состоявшийся вчера на площади Возрождения в Ханкинде, оказался в центре внимания. Об этом митинге писали корреспонденты агентства France Press. В основном французские эти агентства освещали это событие как бы. Статью распространили такие средства массовой информации, как France 24, Digital Journal, Chanel. В общем, в основном французы освещали на Францию, как там все происходит в Карабахе. Автор статьи кратко представляет ситуацию между Арменией и Азербайджаном, а также продолжающую уже 2 недели блокаду Карабаха. Автор статьи, ссылаясь на правительство Армении, отмечает, что после блокирования Лачинского коридора в Карабахе возникла нехватка продовольствия, лекарств и топлива. Я вам говорил, что там уже проблема начинается с продовольствием, лекарства, топлива. Некоторые в комментариях мне вчера писали, что нет, у них все нормально. Но видите, сама армянская пресса пишет, Грапарак издание, она врать-то не будет, я думаю. Конкретно пишет, вот. Корреспондент побеседовал с 70-летней жительницей Ханкинди Данарой Габрилян, которая отметила, что Лачинский коридор обеспечивает связь Карабаха не только с Арменией. Это единственная дорога, которая соединяет Карабах не только с Арменией, но с остальным миром. Потому что мы соединяемся с миром через Армению. В общем, они заблокированные, и сейчас они там выживают и не знают, что делать. Информационное агентство ТАСС также освещало состоявшийся накануне митинг в Ханкинди. СМИ также предоставила блокировку Лачинского коридора в последние 2 недели и заявления обеих сторон по этому поводу. В общем, вот как выглядело там это митинги протеста. Вот флаги армянские. И там видим фотографии, я выложил наверху 2 фотографии. Бегларян сообщил о 60-70 тысячах участников митинга Ханкинди. В общем, Бегларян говорит, у нас там собралось почти 60-70 тысяч. Не знаю, как там они разместились в этом Ханкинди. Там, мне кажется, надо таких Ханкинди еще 10 было присоединить, чтобы 70 тысяч собралось. Так, мы хотим мира, вот заявляли карабахские армяне, откройте дорогу, вот их плакаты. Советник государственного министра Карабаха Бегларян сообщил, что по мнению различных экспертов, в воскресном митинге Ханкинди принял участие до 70 тысяч человек. И вот он что заявил Бегларян. Пусть алиевский режим и азербайджанское общество зададут себе вопрос, как столько людей собралось в условиях блокады, если, по их утверждению, в Карабахе нет до 40 тысяч человек, задается вопросом Бегларян. Так, и вот что здесь пишут. В ходе всенародного митинга госминистр Карабаха Рубен Варданян заявил о своем решении остаться в республике и бороться. Я вчера выпустил ролик про Рубена Варданяна. У нас есть 3 пути, у него 3 пути. Интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я принял свое решение в сентябре. Я буду здесь, я буду бороться, я не уеду, я не подчинюсь требованиям Азербайджана, сказал Варданян, напомнив, что борьба продолжается уже 35 лет. В общем, впереди будет еще серьезная борьба. Так, ну видите, вот, участники митинга с плакатами. Так, в Ереване еще вчера проходил большой митинг в поддержку карабахских армян, протестующих против блокады Азербайджана. Это вот уже Ереван, видите, тоже с флагами идут, поддерживают. Так, в центре Еревана проходит митинг в поддержку карабахцев, протестующих против блокады Азербайджана. Так, участники митинга требуют поддержать Карабах в его борьбе на право жить на родной земле. Так, и что еще? Вот новости еще.
Вот Арей Каратюнян сделал заявление. Народ Карабаха твердо стоит на своей земле. Его борьба справедлива, заявил президент. Вот я вижу на фотографии, вот он тут в центре. Арей Каратюнян, вот флаги армянские. Он, видно, присутствовал там, да, и выступал с речью. Понятно, что он там главный, как бы сказать, президент. Народ Карабаха твердо непоколебимо стоит на своей земле. Его борьба справедлива, написал президент Карабаха Арей Каратюнян на своей странице в Facebook после многотысячного митинга на площади Возрождения Ханкинди. В общем, вчера были одни митинги, и в Карабахе были митинги, и в Ереване были митинги. Видите, вся Армения, можно сказать, протестует. Ну вот азербайджанское издание, как оно оценивает эту ситуацию, как, по мнению Азербайджана, прошел митинг в Ханкинди. Митинг в Ханкинди закончился, не успев начаться. Это уже азербайджанцы написали. Так. Постановочный митинг в Ханкинди, организованный фейковым режимом, созданным Ереваном на территории Азербайджана, закончился буквально не успев начаться. Некоторые армянские телеграм-каналы сообщили, что на него пришло почти 50 тысяч человек. Однако такое количество физически не вместится на этом, в Ханкинди, на площади. 50 тысяч, ясно, что не вместится, где этот митинг проводили. Ранее стало известно, что людей на мероприятие подвозили автобусами, обещая им за это участие деньги. Деньги, конечно, обещали. Я вчера выпустил ролик по $30-40 за человека. Кроме того, некоторым представителям армянского населения Карабаха угрожали увольнением в случае отказа прийти туда. В общем, следующий ролик я сейчас сделаю подробнее, как издательство Минвал АЗ оценивает эту ситуацию, как этот митинг. Все подробнее вам расскажу. Так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.